Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я с вами поделюсь двумя простыми и вкусными рецептами к чаю. Первый рецепт – шоколадные маффины. Для шоколадных маффинов нам понадобится 200 грамм муки, 200 грамм сметаны, 1 чайная ложка соды, 2 яйца, какао 4 столовые ложки, сливочное масло 120 грамм, сахар 5 столовых ложек. Приступаем к приготовлению. Яйца взбить с сахаром при помощи миксера. Добавляем сметану с содой и перемешиваем венчиком. Жирность сметаны особо не влияет на вкус, поэтому берем либо 15, либо 20% жирности. Сливочное масло необходимо растопить и остудить. Делаем это заранее. Добавляем оставшиеся ингредиенты. Это какао и мука. По желанию можно добавить шоколадные капли или ягоды. Я решила ничего не добавлять, а сделать такой классический вариант маффинов. Все хорошо перемешиваем до однородной массы. Я это делаю венчиком, но можно и при помощи миксера. Муку я всыпаю постепенно, а не всю сразу, чтобы легче было перемешать и не было комочков в тесте. Заполняем формочки наполовину тестом, так как тесто в процессе готовки еще хорошо поднимется. Я использую самые обычные силиконовые формочки, они у меня из магазина IKEA. Выпекаем маффины в разогретой духовке 180 градусов примерно 30-35 минут. Через 35 минут я решила достать маффины и проверить их на готовность. Я их проверила ножом, вообще для этого используется деревянная шпажка. У меня под рукой ее не было, поэтому я взяла ножик. Ножик оказался сухой, а значит маффины готовы. Остывшие маффины достаем из формочек и посыпаем сахарной пудрой. Из данного количества ингредиентов получилось 15 маффинов. Они в меру сладкие, и если вы любите выпечку послаще, то сахара добавляйте на пару столовых ложек больше, чем указано в рецепте. Рецепт находится в описании под видео. Следующий рецепт – шоколадная колбаса, всеми любимое лакомство с детства. Для шоколадной колбасы нам потребуется печенье 355 грамм, 140 грамм сливочного масла, пол-банки вареной сгущенки, 3 столовые ложки обычной сгущенки и 3 столовые ложки какао. Сначала нам нужно растолочь печенье в крошку, но не совсем в мелкую, а чтобы остались маленькие кусочки. Печенье выбирайте рассыпчатое, можно взять деревенское к чаю или что-то подобное. Я толку деревянной скалкой, но можно это сделать и при помощи блендера, тогда дело пойдет быстрее. Примерно вот так должна выглядеть крошка, с маленькими кусочками печенья, не совсем растолченными. Добавляем сливочное масло, его не надо растапливать, а просто подержать при комнатной температуре 1 час. Добавляем остальные ингредиенты, это у нас обычная сгущенка, вареная сгущенка и какао. Обычной сгущенки можно добавить чуть-чуть побольше, нежели указано в рецепте. Смотрите сами по консистенции, когда будете перемешивать, вам станет понятно, надо добавлять еще или нет. Теперь необходимо все это перемешать в однородную массу. Формируем колбаску, у меня получилось 3 штуки, я делаю это на доске, а не на столе. Во-первых, будет чистый стол, во-вторых, она очень липкая и удобнее будет ее потом с доски переложить в пищевую пленку. Я колбаски сделала небольшие, поэтому у меня получилось 3 штуки. Если сделать их побольше, то получится 2 вот такие шоколадные колбаски. Лучше это делать мокрыми руками, чтобы масса не прилипала.
Готовые колбаски заматываем в пищевую пленку, также можно использовать пергамент или фольгу, и убираем в морозильник на 1 час. Через час достаем это вкуснейшее лакомство, нарезаем на кусочки и наслаждаемся. Колбаса получается очень вкусная, такая нежная и сливочная. Готовую колбасу далее храним в холодильнике. Как видите, оба рецепта очень простые и быстрые, из самых обычных продуктов, но тем не менее они получаются очень вкусные. Обязательно попробуйте приготовить их и порадовать себя и свою семью вкусняшками к чаю. Если вам понравились эти рецепты, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока, с вами была Нина.